Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео вместе с вами мы будем вязать вот такие вот классные носки с пяткой стронг. Вяжутся эти носки сверху вниз, начиная от резинки. Сначала мы вяжем резинку скрещенными петлями 1 на 1, далее переходим на резинку 3 изнаночных, 1 лицевая, вяжем паголинок до пяточки, далее вывязываем пятку стронг и переходим уже на подошву, длину носка и мысок, ленточное закрытие мыска и шитие иглой. Данный мастер-класс у меня есть на канале, поэтому можете перейти и посмотреть. Вот такие вот носочки у меня получились, очень удобные, кстати. Вот так они выглядят. Вот такая вот интересная пятка. Так, данные носки связаны на размер 38-39. Обхват стопы где-то 24 сантиметра, ну плюс-минус 2 сантиметра. Поэтому данные носки можно связать на любую длину стопы. У меня вот 24 сантиметра, если у вас 40-42 размер, но стандартная ширина ноги, то можно без проблем вязать эти носки. Если даже мужская, не широкая нога, тоже можно связать, потому что узор такой универсальный, он подойдет и женщинам, и мужчинам, и мальчикам, и девочкам, и без разницы. И давайте перейдем к пряже. Пряжу вот эту я вязала из Alize Super Wash Comfort Socks. Это носочная пряжа, поэтому ваши носочки очень долго не протрутся. Все-таки я перешла на носочную пряжу, много лет вязала чистой шерсти, которые через неделю носки протирались, а из носочной пряжи можно смело целый год носить, и два, и ничего не протрется. Итак, смотрите, Alize Superwash Comfort Socks. Так, это у нас 100 грамм 420 метров, ну, цвет 152. Состав у нее 75 шерсть, и благодаря вот этому полиамиду 25% носки не протираются. Данная пряжа мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. У них очень много носочной пряжи на любой кошелек. Можете пройти, посмотреть, и я вам оставлю промокод на скидку. Такой приятный бонус. В первом комментарии вы найдете вот эти носочки. Да, ушло 55 грамм, поэтому с одного мотка можно даже связать 2 пары носков. Немножко не хватит на вторые носочки, потому что 10 грамм не хватит, поэтому можно резинку и мысочек связать из другой пряжи, ну, другим цветом пряжи, да. Так, вот эти носки я вязала из вот такой вот пряжи. Это ручное окрашивание. Состав точно такой же, тоже носочная пряжа. Мне приходила от Елены. Ее телеграм я оставлю. У нее тоже вы можете заказать носочную, вот такую вот ручного окрашивания пряжу. Кстати, носки те и те у меня вышли примерно 55 грамм. 53-55. Так, что давайте покажу. Вот так. Эти носки выглядят. Единственная разница, смотрите. Здесь изнаночные петли на пяточке, а здесь лицевые. Вот. Это единственная разница в этих носках. Здесь я продолжала изнаночные, а вот тут лицевая уже гладь идет. А во вторых носках я связала лицевую. Не знаю, лицевая гладь мне почему-то больше понравилась. Вот так. Ну и спицы. Спицы у меня вот такие, на леске 2 миллиметра. Леска от кончика до кончика 80 сантиметров. Если вы вяжете туго, можете спокойно брать спицы 2,5. Я обычно вяжу спицами 2-2,5 миллиметра методом Magic Loop. Можно вязать на 5 спицах, как вам удобно, так и вяжите. Любые спицы берете и вяжете. Привязка к спицам нету. Вот. Такие они с острым кончиком, давно их заказывала и не вяжу. Все чагушные спицы у меня поломались лески вот здесь. Это единственные спицы, которые у меня остались. Все,
Про носки сказала, спицы сказала, пряжу сказала. Ну и теперь давайте приступим к практической части. Итак, приготовили обязательно один маркер, который будет отмечать у нас начало ряда, и начинаем набирать петли. Петли набираем мы самым обычным способом, отмеряем вот небольшой хвостик, чтобы хватило на 61 петлю, складываем спицы вот так вместе и набираем первую петлю. Набрали. Далее набираем 61 петлю. Вот 2 петли у нас есть, и дальше набираем. Все, 61 петлю я набрала. Вытягиваем одну спицу. Смотрим, чтобы не перекрутилось ничего, и надо замкнуть в круг. Выталкиваем с двух сторон спицу. Вот с одной стороны смотрим, чтобы ничего не развернулось. И еще с одной стороны. Вытянули. Смотрите обязательно, чтобы вот ничего не перекрутилось. И замыкаем в круг. Как мы в круг замыкаем? С левой на правую переносим одну петлю, подхватываем на правой стороне петлю и протягиваем. И сбрасываем. Все, у нас теперь вот здесь на спицах 60 петель. Берем маркер и отмечаем начало ряда. И начинаем вязать, пока не скрещенные петли. Одна лицевая, одна изнаночная. Пока вяжем не скрещенные. Вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Переворачиваем, вытягиваем спицу. Здесь проталкиваем, закончили лицевой, продолжаем изнаночная, лицевая. Так, довязываем ряд до конца, до маркера. Я, смотрите, довязала ряд до конца, перекинула уже маркер. И так как мы вяжем скрещенными петлями, то мы вяжем не за переднюю стенку. Смотрите, если мы вязали за переднюю стенку, петля вот так разворачивалась. Я буду вязать за заднюю стенку. И смотрите, она скрещивается. Вот. Изнаночная самая обычная. Смотрите, не за переднюю стенку, чтобы петля вот так развернулась, а за заднюю стенку. И тогда получается скрещенная петля. И так вяжем резинку 10 рядов за заднюю стенку петли. Вот, смотрите внимательно. Вот, видите, она развернутая, но я вяжу за заднюю стенку. И тогда она скрещенная. Все, и вот так вяжем 10 рядов. Сейчас я покажу на носке, которым связано, чтобы вы хорошо увидели. Или вот здесь, видите, она видно, что она скрещенная. Вот такая вот скрещенная резинка будет. Так вяжем самостоятельно 10 рядов резинки 1 на 1. Так, смотрите, я закончила вязать резинку 1 на 1, 10 рядов. Вот так она у меня получилась. И теперь смотрите, у нас вот здесь идет начало ряда, где стоит маркер. Вытягиваем спицу одну, убираем маркер, вытягиваем вторую спицу. И нам надо распределить петли на 2 спицы. Вот это у нас, где ниточка идет, это начало ряда. И будем вязать мы пяточку на 29 петлях. Поэтому отсчитываем 29 петель и вытягиваем леску. Это будет у нас задняя сторона носка. Так, вытягиваем леску. Вот 29 петель. И теперь будем вязать резинку 1 лицевая, 3 изнаночных. Вот, смотрите, у нас идет вот здесь 1 лицевая скрещенная, 3 изнаночных.
Так, и начинаем вязать. Так, у нас это начало вот ряда идет и начинается с лицевой петли. Провязываем 1 лицевая петля, скрещенная, не забываем вязать, и 3 изнаночных петли. 1 лицевая скрещенная, 3 изнаночные. И так вяжем до конца весь ряд. И в конце мы заканчиваем 1 лицевая. Итак, переворачиваем вязание. Здесь мы продолжаем вязать с 3 изнаночных. Это верхняя сторона у нас будет идти носка. И здесь мы продолжаем вязать 3 петли изнаночных, 1 лицевая скрещенная и 3 изнаночных. Так, я довязала ряд. Далее смотрите. До начала пятки я вязала 1 лицевая, 3 изнаночных, 24 ряда. Вот, смотрите, вот здесь. Сейчас покажу. 10 рядов сначала я вот резинки провязала, далее 24 ряда до пяточки. Но там надо будет еще 1 ряд связать. Сейчас я дойду до пятки и покажу вам, как провязать 1 ряд дополнительный. Подготовительный ряд для пятки. Сейчас вяжем Смотрите, 24 я ряда. провязала 24 ряда. Вот что у меня получилось вот здесь. Так, в сантиметрах. В сантиметрах это вот 10 сантиметров получается. Теперь вяжем подготовительный ряд. Смотрите, здесь у нас на подошве 29 петель. Находим центральную петлю. Вот по широким петлям проходим. И вот 3 петли, и вот она, одна центральная петля. Ее отмечаю маркером, вот так одеваем маркер и провязываем подготовительный ряд. Петлю, которую отметили маркером, провязываем лицевой петлей. Все остальные петли по узору. Здесь, где лицевая скрещенная, так и вяжем лицевую скрещенную. Где изнаночные, так и вяжем изнаночными. И доходим до отмеченной петли. Вот идет лицевая, изнаночная. Вот эту лицевую провязываем обычной лицевой, не скрещенной. Потом идет изнаночная. И дальше снова лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И так довязываем ряд до конца. Так, подготовительный ряд я провязала. Далее приступаем к пятке струнок. Да? Вот петля отмечена. Давайте сначала посмотрим, как она выглядит. Пятка струнка — это вот такой вот треугольник, можно сказать. Вот мы должны вывязать треугольничек. Вот. Прибавлять петли с одной и со второй стороны от лицевой петли. Пока не добьемся, не довяжем до нужного количества петель, не сделаем прибавки. Эти прибавки делаем через один ряд. В одном ряду мы прибавляем 2 петли по краям от одной лицевой. Следующий ряд вяжем по узору. Сейчас я покажу вам, и вы будете самостоятельно довязывать потом пятку. Итак, начинаем первый ряд вывязывания пяточки. Здесь все вяжем по узору. Вот лицевая скрещенная, 3 изнаночные.
лицевая скрещенная, изнаночная, и вот это одна лицевая петля. Как видите, она обычная. Мы вывязываем по краям от нее, как в реглане, поднимаем протяжку, и с правой стороны мы за переднюю стенку провязываем лицевой. Провязали. Лицевая за переднюю стенку, обычная. Поднимаем протяжку. Смотрите, вот так мы поднимаем ее на себя. И за заднюю стенку, вот так, провязываем лицевую скрещенную. Ну, добавили петлю. Далее вяжем ряд по узору. Изнаночная, лицевая скрещенная. И далее вяжем все по кругу. При вывязывании пятки мы так и продолжаем вязать по кругу. Эту сторону тоже довязываем. Все, ряд довязали. Следующий ряд провязываем по узору без прибавлений. Где идет скрещенная петля, так и вяжем скрещенную петлю. Где идут изнаночные, вяжем изнаночными. Лицевая скрещенная, вот изнаночная. И вот они, 3 лицевые петли, которые вот одна была и 2 добавили за переднюю стенку, вот, чтобы она была обычная лицевая петля, провязываем 3 лицевые, провязали. Здесь идет изнаночная и снова провязываем лицевая скрещенная, 3 изнаночные, и так вяжем до конца ряд. Ряд довязали, в следующем ряду делаем прибавление. Вот сейчас я вам покажу, как будут делаться прибавления, и вы уже будете повторять, потому что пока еще это подготовительные ряды. Здесь также вяжем по узору, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И чтобы вы не запутались, я сейчас покажу, где именно надо делать прибавление. Вот смотрите, лицевая скрещенная, да, провязали, и 1 изнаночная. Все. И здесь вот по краям, вот где 3 лицевые, по краям мы делать будем прибавление. Вот после 1 изнаночной скрещенная, изнаночная, и добавляем петлю. Вот надеваем, смотрите, от себя вот таким вот образом, видите, арочка. Одеваем и за переднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Добавили петлю 3 лицевые, 1, 2, 3, поднимаем, смотрите, как поднимаем, вот так на себя, вот видите, арочка, и за заднюю стенку провязываем вот так скрещенную петлю. Все, теперь у нас, смотрите, идет лицевая скрещенная, изнаночная, потом 1, 2, 3, 4, 5 будет лицевых. Здесь идет изнаночная и лицевая. Все, вот так мы делаем прибавление через один ряд. Вот, что должно получиться. Вот так. Делаем прибавление скрещенное, изнаночная, прибавка, потом провязываем лицевые петли, прибавка, изнаночная, скрещенная. И так вяжем, пока у нас вот одна лицевая, здесь будет 27 петель, 1 лицевая, и здесь будет 27 петель. Все. Делаем так прибавление, вот довязываем, и далее будем вывязывать вот эту часть. Вот такие вот прибавки у вас должны получиться. Вот все.
через один ряд. Сейчас вот сделали прибавление, следующий ряд вяжем без прибавлений. Я думаю, здесь уже понятно, да? Итак, довязываем. Я довязала оба прибавления. Вот что у нас и у вас должно получиться вместе. Вот такой вот треугольник. Сейчас скажу, но по плотности вязания все равно может отличаться высота вот этой пяточки. Ну, здесь где-то 7,5 у меня сантиметров. Далее будем вывязывать вот эту часть. Вот. Сокращать теперь петли. Как мы это будем делать? Сейчас вот здесь все вместе, вот тут 55 петель. Отмечаем снова центральную петлю посередине. Вот одна у нас вот эта петля. Вот она. Получается у нас 27 петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 петель. И с этой стороны тоже 27 петель. Будем делать убавление. Итак, сейчас вот довязываем до вот этой одной лицевой петли. Вяжем лицевыми петлями теперь. Так как, смотрите, у меня вот здесь подошва идет лицевыми петлями, значит, будем теперь вязать эту часть только лицевыми. Берем и просто лицевыми вяжем. Довязали, да, вот она у нас центральная лицевая, провязываем ее лицевой. И следующие 2 петли провязываем лицевыми с наклоном влево. Переворачиваем вот эти 2 петли, провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, подтягиваем и захватываем еще одну лицевую. Все, провязали. Теперь провязываем. Разворачиваемся, первую петлю снимаем, провязываем одну петлю, вторую, вот она у нас центральная петля, вот она, и 2 петли вместе, и еще одна изнаночная, изнаночными вяжем. Разворачиваем вязание, снимаем первую петлю и вяжем лицевыми, вот 1, 2, 3. И вот здесь, смотрите, вот такое большое расстояние. Это значит, что вот эти 2 петли надо провязать 2 петли вместе. Но смотрите, правая стенка петли перед работой, я ее разворачиваю, провязываю 2 петли вместе, подтягиваю и еще одна лицевая. Разворачиваемся, в обратную сторону вяжем изнаночными петлями. Первую петлю снимаю, вяжу изнаночными. Здесь я петли не считаю, потому что очень хорошо видно, когда дойдем до нужного места, видите, здесь большое расстояние. Значит, что эти 2 петли надо провязать вместе, изнаночные 2. Так, немножко тут запуталась у меня. Так, вот 2 вместе, изнаночные вместе провязываем, подтягиваем и еще одну изнаночную провязываем просто. Снимаем. Вот и снова вяжем в обратную сторону лицевыми. И вот смотрите, снова мы дойдем, где вот большое расстояние. Эту петлю оставляем, эту вот разворачиваем, провязываем 2 петли вместе лицевых и следующую лицевую. Снова разворачиваемся и вяжем в обратную сторону изнаночными. Смотрите, дошли вот где большое расстояние, провязаны 2 вместе, изнаночные и еще одну изнаночную. Развернулись, сняли и в обратную сторону вяжем лицевыми. Вяжем поворотными рядами и по бокам провязываем 2 вместе и еще одну петельку захватываем. Вот 1,
Раз развернули, провязали 2 вместе и еще одну петлю. Итак, вот образуется вот этот вот треугольничек. Вот здесь у нас вот эти все петли мы убираем, сокращаем. И когда мы дойдем вот до крайних петель, я здесь покажу один секретик, чтобы не было дырочки, что надо сделать. Итак, самостоятельно сейчас вот так вяжем туда-сюда, пока вы не довяжете до последней крайней петли. С одной стороны только. Я думаю, здесь понятно, да, как надо вывязывать, сокращать петли. Вот раз, 2 вместе. Подтянули чуть-чуть и еще один раз. Разворачиваемся. Сняли первую петлю. Дальше вяжем лицевыми. Вот видите, большая дырочка, да, вот она у нас. Большая дырочка. Раз здесь захватили, вот эту петельку разворачиваем, провязываем 2 вместе, подтягиваем и следующую петлю. Все. И вот так довязывайте, и потом встретимся. Так, смотрите, я сделала убавление вот с одной стороны, со второй стороны. И смотрите, осталось здесь вот 2 петли, последние надо убавить, и с этой стороны. Сейчас я покажу, что надо сделать, потому что это будет последнее убавление. Далее будем переходить на круговое вязание. И чтобы вот здесь не было дырочки, да, у нас, я покажу, что надо сделать. Итак, смотрите, мы довязываем последние петли, вот лицевая, да, и вот эти 2 вместе, и лицевая, крайняя, да, разворачиваем вязание. И вот такая хитрость. Снимаем петлю и перекидываем, смотрите, от себя, вот она ниточка, и подтягиваем. И образуется, смотрите, вот такая вот двойная петелька. Образовалась двойная петля. Хорошенько подтягиваем, перекидываем нитку вперед и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями, потому что у нас в конце еще есть одно убавление. Довязываем до следующего убавления. Вот, смотрите, 2 петли и убавка, да, провязываем 2 петли вместе изнаночные, подтягиваем и еще одна изнаночная, разворачиваем вязание. Все, теперь мы будем вязать по кругу. Снимаем вот эту первую петлю и перекидываем нитку на себя и затягиваем. Смотрите, вот образовалась снова двойная петля и вяжем лицевыми петлями, прям чтобы туго здесь было, в обратную сторону. Если вы будете считать, вот давайте вот 1, 2, 3, 4, то здесь теперь у нас на подошве будет, как мы начинали, 29 петель. Так сейчас у вас и должно быть здесь 29 петель. Вот сейчас довяжем и давайте посчитаем. Смотрите, я дошла до двойной петли, вот одна петля крайняя, и вот она, вот эта наша двойная петелька, вот она, вот она, двойная, да. Мы спереди заходим вот целиком в нее, вот так, и провязываем ее лицевой и подтягиваем. Все. Теперь вот здесь, если посчитать, здесь 29 петель. Вот эта двойная, это одна петля. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, сбилась. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Если вы сделали все правильно, то у вас вот здесь тоже будет 29 петель. Как мы начинали с 60 петель,
Так мы теперь и пришли к этим 60 петлям. Далее мы вывязываем просто длину носка. Начинаем вязать по кругу. Переходим вот на переднюю часть. Здесь у нас, как всегда, 31 петля. И просто вот провязываем вот эти все петли по узору. И там еще у нас есть двойная петля, не забывайте, мы ее сейчас тоже вместе с вами провяжем. Она немножко по-другому провязывается, не так, как это. Не забываем здесь вязать скрещенные петли, вот эти дорожки за заднюю стенку. Здесь изнаночные, лицевая, как всегда, вот видите, передняя часть, передняя стенка, мы за заднюю вяжем, чтобы была скрещенная петля. Так, эту часть мы таким образом провязываем верхнюю, как и вязали. А подошва теперь просто будет вязаться лицевыми петлями. Так, все, довязываем вот эту часть. Довязали, да? Не забываем, вот у нас начало ряда, начало подошвы. Вот она двойная петля, с этой стороны мы ее провязываем. Смотрите как. Вот она, двойная петелька наша, вот она. Вот мы спереди ее заходим вот так в обе петли. Не знаю, видно, вот в обе петли заходим и провязываем ее лицевой. Провязали и подтянули. Далее вяжем все лицевыми петлями. Все, вяжем теперь по кругу до мысочка. Сколько надо сантиметров, примеряйте по ножке, до пальчиков вяжем. Я примерно вязала 30 рядов, но это на стопу где-то 23-24 сантиметра длиной. Сейчас я вам покажу на готовом носочке. Так. Здесь все уже просто лицевые, все понятно, я думаю, да, по кругу вяжем. Продолжаем. Все, эту часть мы связали, да, вот. Пятка готова. Маркер этот можно убрать, он нам не нужен на пяточке. Все, вот такая вот пяточка красивая получилась. Вот здесь убавочки, здесь убавочки. Все, вяжем далее вот эту часть, вот она. Здесь у меня где-то 30 рядов я провязала. В сантиметрах, сейчас скажу, в сантиметрах. Так, в сантиметрах, если до мысочка, где-то 9-10, 9 сантиметров, наверное, вязала. От маркера до сюда 9, даже 8,5, 9 сантиметров я вязала. Да, вот 8,5 сантиметров провязано здесь. Но смотрите, у всех стопа разная. Давайте вот померяем. Ну вот, да, 23 и 24 сантиметра стопа само то будет, чтобы носочек немножко тянулся, он еще постирается, немножечко разойдется. Так что вот, если у вас такая длина стопы, если там 40, еще какой-то размер вяжете дальше по прямой и потом мысок. Рассчитывайте, что мысок, сейчас скажу, сколько сантиметров мысок, чтобы вы рассчитали, отняли просто от своей длины стопы длину мысочка. Вот мысочек 6 сантиметров. Значит, если вот стопа 24 сантиметра минус 6, значит, вот вместе с пяточкой вот так 18 сантиметров. Вот видите, должно быть. Вот так рассчитывайте. Все, довязываю сейчас до мыска и будем вот это ленточное убавление делать. Итак, я довязала, смотрите, вот здесь вот до мысочка. И смотрите следующий момент, надеюсь, вы не забыли, что на подошве у нас вот здесь 29 петель, здесь 31 петля. Надо по 30 петель с одной и со второй стороны. Поэтому мы переносим вот одну петлю с верхней стороны на подошву.
Все, перенесли, здесь 30 петель и здесь 30 петель. Еще такой момент, когда будете довязывать последний ряд, провяжите вот здесь все лицевыми петлями. Один ряд по кругу лицевыми петлями. Все. Вот у нас начало ряда от подошвы. И будем начинать делать убавление. Я думаю, его все из уст знают. Первую петлю провязываем лицевой, вторую 2 петли вместе с наклоном влево. Правая стенка петли перед работой, мы ее разворачиваем за работой, чтобы она была, и провязываем 2 петли вот вместе получилось с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли до конца петель на этой спице. Вот, довязали мы 3 петли. Правая стенка петли перед работой. Мы просто за нее спереди заходим и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо и последняя петля лицевая. Сверху делаем все то же самое. Здесь ряд уже провязан лицевыми петлями. Поэтому мы первую лицевую провязываем. Далее вот правая стенка петли перед работой мы разворачиваем, провязываем 2 петли вместе, вот получилось наклон, видите, влево, и вяжем лицевыми петлями и снова не довязываем 3 петли и делаем убавление с наклоном вправо. Вот смотрите, мы довязали. Вот 3 петли, правая стенка петли перед работой, мы просто за нее 2 вместе с наклоном вправо провязываем и лицевая. Все, мы делаем такие убавления через один ряд. Вот в этом ряду сделали убавление, следующий ряд вяжем просто по кругу лицевыми петлями. Вот здесь просто провязываем уже лицевыми. Итак, мы повторяем этих 2 ряда. Один ряд с убавлениями, один ряд просто лицевыми по кругу. Пока у нас на каждой спице не будет по 12 петель. Эти 12 петель я сшивала. Как сшивать мысок у меня есть на канале мастер-класс. Я обязательно сейчас вам вставлю ссылку на этот мастер-класс. Также в первом комментарии и в описании прикреплю ссылку на этот мастер-класс, как сшить мысок носка. Если вы не умеете сшивать мысок, то его можно закончить, когда вы довяжете до, вот как по 12 петель будет у вас, вы можете просто по 2 петли вместе провязать 2 ряда. 2 ряда вяжете 2 петли вместе, это у вас будет 12 петель останется. Далее ряд вяжете без убавок и снова провязываете по 2 петли вместе. У вас останется 6 петель, и их уже ниточку отрезаете и стягиваете, и все. Так, вот такие делаем убавки. Повторяем 2 ряда. Вот так будет смотреться это все убавление. Вот это одна петля, которая с убавками, а вот они без убавлений. Далее вот сшивается носочек и все. И готово. Вот так выглядит с лицевой стороны, вот так с подошвы. Итак, надеюсь, вам понравился мой мастер-класс и у вас все получилось связать вместе со мной классненькие носочки. Жду вас в своем телеграм. Покажете, можете показать там, что вы связали по моему мастер-классу, пообщаться вместе со мной. Ссылку обязательно на телеграм я оставлю. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.